Здравствуйте, друзья, здравствуйте, подписчики, здравствуйте все те, кому не безразлична судьба верховенства права в Украине, и все те, кто следит за делом об убийстве Ирины Фарион, которое рассматривается сейчас Шевченковским районным судом города Львова. Сегодня 7 июля 2026 года я сделаю очередной выпуск, и сейчас я просто проанализирую то, что я излагал вам в предыдущем видео, в котором сделал подробный и жесткий критический разбор материала общественной организации «Антикоррупционный фронт» Ларисы Криворучко, в котором я тогда обстоятельно разобрал, как в их публикациях происходит манипуляция нормами Кодекса административного судопроизводства, ошибочная трактовка института обеспечительных мер и, самое главное, ложное утверждение, будто апелляционное обжалование ухвалы об отмене обеспечения автоматически восстанавливает ранее отмененные меры. Я прямо предупреждал, что такая позиция несет ненужные процессуальные риски для клиента, я имел в виду Вячеслава Зинченко, и в целом подрывает доверие к институту адвокатуры в глазах общества и судейского корпуса. Сейчас я возвращаюсь опять к этой теме с уже актуальной информацией на сейчас, потому что ситуация продолжает развиваться и требует свежего комментария. По состоянию на 7 июля 2026 года статус Ларисы Сергеевны Криворучко в едином реестре адвокатов Украины ЕРАУ выглядит следующим образом. Сейчас мы посмотрим сайт ЕРАУ. Вот он имеет такой вид. И здесь мы введем Криворучко и найти. Значит, нам сайт выдаст кучу криворучек. Одна из них Лариса Сергеевна. Детали профиля. Вот эти детали профиля. Ну, как видим, здесь уже красные отметки о том, что право на занятие адвокатской деятельностью Криворучко Ларисы Сергеевны остановлено, нету. Что касается истории, вот здесь есть такие три записи. Первое — это право на занятие адвокатской деятельностью остановлено согласно пункту 3 части 1 статьи 31 ЗУ про адвокатуру и адвокатскую деятельность с 23.10.25 по 23.04.26 на основании решения КДК Винницкой области от 23.10.25 года. Но это по 23 апреля 26 года, это старый запрет. Новый запрет. Право на занятие адвокатской деятельностью остановлено согласно того же пункта, той же части, той же статьи, того же закона с 5.06.26 по 5.06.27 на основании решения КДК Винницкой области от 5.06.26 года. И действие решения КДК Винницкой области от 5.06 остановлено согласно ухвалы Ровенского окружного административного суда по вопросам обеспечения иска от 15.06.2026 в деле номер 460 10 297 26. То есть запрета нет. Теперь продолжим наш анализ.
Значит, мы видели, что реестр одновременно фиксирует оба дисциплинарных постановления, то есть об остановке права занятия адвокатской деятельностью, содержит отметку о приостановлении действия последнего решения КДК на основании ухвалы Ровенского окружного административного суда. Сторона Криворучка активно трактует эту запись и связанные с ней процессуальные действия как полное и окончательное восстановление ее адвокатского статуса. Ну, не полное, не окончательное, но какое-то промежуточное. Да? На практике это означает, что с высокой долей вероятности Лариса Сергеевна Криворучка будет допущена и сможет участвовать в ближайшем судебном заседании, запланированном на 9 июля 2026 года, то есть в среду, нет, в четверг, да, в четверг, через 2 дня, в Шевченковском районном суде города Львова по уголовному делу Вячеслава Зинченко. Однако, крайне важно здесь понимать принципиальную вещь. Такое восстановление, в кавычках, да, или приведение статуса в рабочее состояние произошло не автоматически лишь от факта подачи апелляционной жалобы, как это активно продвигалось в материалах фронта Ларисы Криворучко. Это восстановление стало результатом достаточно длительного административного давления, неоднократных официальных обращений в НААУ и РАУ, технических действий секретариата ассоциации, а также определенной позиции судов в рамках административного производства. То есть самого текста ухвалы о отмены обеспечительной меры я не видел, поэтому заявлять четко и определенно, что там и на каком основании произошло, я сейчас четко не могу. То есть Лариса Сергеевна нас не знакомит с текстом этой ухвалы. Ну, можно предположить, что именно в этой ухвале как бы содержится указание на то, что предыдущая обеспечительная мера, то есть остановка действия решения КДК Винницкой области от 5.06.2026 остановлена, да? То есть обеспечительная мера введена в действие, восстановлена. Но опять же я хочу сказать, что это не факт. Может быть, вот это восстановление статуса в ЕРАУ явилось результатом просто административного давления на персонал реестра, и персонал реестра решил, что дешевле будет им не связываться с Криворучко, которая, значит, разнесет в пух и прах всю адвокатуру Украины. Принципиальная правовая оценка позиции Криворучко в целом остается прежней и даже усиливается с учетом новых деталей. Попытки представить рутинную работу реестра и органов адвокатского самоуправления как сознательный саботаж, циничный бюрократизм и политическое преследование были и остаются юридически некорректными, чрезмерно эмоциональными и вредными для репутации всей украинской адвокатуры. Право на защиту – это действительно краеугольный камень правосудия, но оно должно реализовываться честно, прозрачно и в строгом соответствии с процедурой, а не через создание искусственных коллизий между судебными определениями, решениями и официальным публичным реестром, когда адвокат вынужден тратить месяцы на доказывание собственного статуса, вместо того, чтобы полностью сосредоточиться на защите интересов клиента по существу обвинения. Это серьезная системная проблема, которую нужно решать профессионально, а не через громкие публичные обвинения всех и вся и создание образа жертвы системы. Я буду продолжать внимательно следить за развитием событий в этом резонансном деле.
Если в заседании 9 июля 2026 года возникнут новые важные процессуальные моменты, коллизии или заявления сторон, я обязательно сделаю оперативный и подробный разбор, что мы ожидаем на заседании 9 июля 2026 года в Шевченковском суде. Ну, во-первых, я предполагаю, что будет очередная порция ходатайств об отводе коллегии судей по различным основаниям, не знаю по каким основаниям приемлемо для Ларисы Сергеевны заявлять такие отводы. Затем, может быть, Лариса Сергеевна потребует еще время для подготовки к дебатам. А может и вполне вероятно, значит, суд будет настаивать на том, чтобы эти дебаты продолжить, и тогда Лариса Сергеевна и Вячеслав Зинченко должны будут либо отказаться от выступления в дебатах, либо таки выступить в этих дебатах. Ну что ж, мы посмотрим, увидим битву гигантов именно 9 июля 2026 года. Будет очень интересное судебное заседание. Ну, во-первых, нужно, чтобы дожил до этого заседания и Зинченко, и, значит, и вся судейская коллегия, в том числе и прокурор Петлеваный, Лариса Криворучка. Ну, а вы, друзья, пишите в комментариях свое мнение. Считаете ли вы, что запись в ЕРАО должна иметь решающее значение для допуска адвоката к участию в процессе, или приоритет всегда следует отдавать судебным определениям даже при наличии противоречивых данных в реестре? Как вы оцениваете текущую ситуацию вокруг статуса Криворучка? Спасибо, что смотрите мои выпуски. Поддержите видео лайком, если считаете мой анализ событий полезным. Кто имеет возможность, поддержите канал донатом. Реквизиты в описании и в первом закрепленном под видео комментарии. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч, друзья!